Здравствуйте, меня зовут Садовская Регина Наильевна, я врач-акушер-гинеколог и снова рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хотела бы поговорить с вами на такую тему, как прием витаминов во время беременности, а также при подготовке. Женщина, узнав о своей беременности, часто заходит в аптеку и теряется в широком выборе биологически активных добавок, теряется в выборе того или иного вида биологически активной добавки и не знает, необходимо это ей или нет. А, Многие специалисты также разнятся во мнениях, какие витамины необходимы при беременности, при течении нормальной беременности, но в одном они сходятся точно, что фолиевая кислота необходима при подготовке к беременности, а также в первом триместре беременности. Согласно ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, дозировка приема фолиевой кислоты 400 микрограмм в сутки. То есть при нормальном течении беременности 400 микрограмм в сутки будет достаточным для женщины. Также разнятся виды фолиевой кислоты. То есть есть простая фолиевая кислота, а есть метформин. В чем же разница? Разница в том, как усваивается фолиевая кислота. То есть обычная фолиевая кислота в организме под действием ферментов переходит уже в метформин, то есть в форму, которая усваивается конкретно организмом. То есть химически синтезированная фолиевая кислота обычная, она не усваивается в той форме, в которой она приходит в организм. В чем же разница? Есть состояние организма человека, при которых происходят генетические изменения в фолатном цикле. То есть фолиевая кислота не будет переходить из формы химической в форму, усваиваемую организмом. И при этом будет происходить концентрация большого количества фолиевой кислоты при приеме, но усваивание ее не будет происходить. Как же понять, необходимо ли обследоваться на генетическую патологию, то есть на генетический дефект фолатного цикла? Здесь несколько факторов, которые нужно учесть. То есть это наличие тромбоза, наличие невынашиваемой беременности, наличие патологии беременности, в том числе преэклампсии, эклампсии, гистозов, наличие самопроизвольных выкидышей и замерших беременностей. То есть, смотря на данные патологии, уже можно направлять пациента на обследование на генетическую патологию фолатного цикла. И, соответственно, если мы находим, что есть генетический дефект фолатного цикла, мы назначаем уже метформин для того, чтобы в организм поступало достаточное количество усваиваемой фолиевой кислоты. Для чего же нужна фолиевая кислота организму беременной женщины? Во-первых, фолиевая кислота участвует в развитии нервной системы плода. Особенно она важна до 6 недель беременности. Бывает такое, что женщина даже не подозревает о своей беременности еще до 6 недель, а фолиевую кислоту не принимает. Поэтому очень важно планировать свою беременность и начинать принимать фолиевую кислоту уже за 3 месяца до планируемой беременности. Также фолиевая кислота участвует в цикле превращения гомоцистеина в метионин. Что такое гомоцистеин? Это вещество, которое находится в организме и токсически воздействует на разные системы, в основном на сердечно-сосудистую, на нервную систему. И поэтому превращение в организме гомоцистеина происходит уже под участием фолиевой кислоты и его продуктов. Также дефицит фолиевой кислоты мы можем заподозрить при анализе на гомоцистеин. Если его количество повышено в организме, то необходимо менять дозировку приема фолиевой кислоты, либо менять форму фолиевой кислоты для того, чтобы она правильно усваивалась. Какие же витамины дополнительно необходимо принимать? Здесь уже, конечно, беременная конкретно консультируется с лечащим гинекологом, с лечащим врачом своим, и в зависимости от дефицитов принимает дополнительно витамины. Вообще все витамины, они являются биологически активными добавками.
они не являются лекарственными препаратами и исследуются совершенно по-иному, не как лекарственные препараты, и обязательно проконсультироваться с вашим лечащим специалистом, с вашим врачом для того, чтобы принимать тот или иной а, препарат. Не лекарственный препарат, а биологически активную добавку. Но среди более необходимых для беременного организма витаминов выделяют такие витамины, как В12, которые способствуют снижению риска анемии в организме, которые способствуют лучшему развитию нервной системы, сердечно-сосудистой системы плода. Также йод. Вообще в нашем регионе, то есть в Республике Башкортостан, у большинства людей дефицит йода в организме, поэтому зачастую врачи уже каждой женщине беременной назначают в профилактической дозировке это 200 микрограмм в сутки. А вообще и в некоторых источниках обозначается, что даже 250 беременной женщине и кормящей. Также среди витаминов выделяют витамин микроэлемент, скажем так, цинк, который также необходим для правильного развития организма, для правильного функционирования беременного организма. При планировании беременности и в первый триместр беременности необходимо также со своим лечащим врачом обговорить свой образ жизни и питание. Зачастую питание может корректировать количество микроэлементов и витаминов в организме, и при этом отпадает необходимость приема синтетических витаминов. Как я говорила уже ранее, фолиевая кислота является обязательной, и все остальное у нас при дефиците микроэлементов и витаминов в организме. Если вы хотите узнать, есть ли в вашем организме дефицит, для этого можно сдать анализы крови на содержание микроэлементов и витаминов в организме. Это делается в любой лаборатории, и данные вполне доступны. Все эти данные вы можете обсудить с врачом и здесь уже назначить либо питание, либо дополнительный прием микроэлементов и витаминов.